Когда огромная белая медведица начала преследовать исследовательское судно в арктических водах, капитан с учетом возможной угрозы сразу же отдал приказ команде подготовиться к защите. Никто не мог понять, почему один из самых опасных хищников на планете, который мог бы легко напугать людей своим внушительным размером и свирепым обликом, уже несколько часов следовал за их кораблем, не отставая при этом. Но когда биологи, члены экспедиции, предложили нечто немыслимое — спустить небольшой катер, чтобы приблизиться к хищнику, то никто не мог представить, что их открытие оставит весь экипаж в состоянии шока, заставив их переосмыслить все, что они знали о дикой природе. Исследовательское судно Polar Star работало в холодных водах Арктики уже 3 недели. Команда под руководством капитана Джона Андерсона занималась изучением арктического льда, проводя рутинные измерения и наблюдения за его состоянием. Это была непростая задача, требующая высокой концентрации и соблюдения множества мер безопасности. Но никто на борту не мог и подумать о том, что этот день кардинально изменит их восприятие отношений между людьми и дикой природой. Все началось с крика смотрителя, который в этот момент находился на высоте, обустроенной для наблюдения. «Белый медведь на правом борту», — раздался его голос, который, казалось, повис в воздухе и удивил всех. Его крик пронзил тишину, и в мгновение ока все члены экипажа бросились к поручням, надеясь увидеть, что же там происходит. То, что они увидели, поразило их до глубины души и вызвало множество эмоций. Огромная белая медведица не просто плавала рядом с кораблем, она целенаправленно следовала за ним, обращая внимание на судно, неоднократно поворачивая голову в его сторону и издавая громкие звуки, словно пытаясь привлечь внимание людей к своей беде. Капитан Андерсон, пораженный таким необычным поведением, приказал снизить скорость, чтобы оценить ситуацию. На борту завязалась жаркая дискуссия. Некоторые члены экипажа предположили, что медведь, вероятно, просто голоден и ищет легкую жертву в виде их судна. Другие же, в свою очередь, предложили, что это животное может быть больным или травмированным. Главный инженер Пит, не желая рисковать, даже предложил испугать хищника гудком корабля. Но капитан, отказываясь от идей подобного свойства, отверг эту возможность, понимая, что это может усугубить ситуацию. В это время доктор Эмили Харрис, опытный биолог, которая внимательно наблюдала за медведем через бинокль, сыграла решающую роль в развитии событий. Ее руки дрожали от волнения и осознания возможного исторического момента, когда она произнесла слова, которые изменили все. «Это не агрессия», — заметила она. «Медведь, похоже, отчаянно пытается сказать нам что-то важное». Капитан Андерсон, человек, привыкший принимать сложные решения после некоторого размышления и обычно уверенный в себе, принял, возможно, самое рискованное решение своей карьеры. Он приказал полностью остановить судно и спустить небольшой катер для ближнего наблюдения за хищником. Эмили Харрис, полная решимости, вызвалась возглавить эту потенциально опасную миссию, несмотря на протесты других членов экипажа, способных видеть только опасности. Опытные моряки Майк и Том, готовые помочь, приняли решение дополнить ее команду. Когда маленький катер отделился от корабля, у всех замерло сердце, и напряженность нарастала. Майк крепко схватил за весла, его костяшки побелели от напряжения, в то время как Том постоянно проверял спасательное оборудование, стараясь отвлечься от нарастающего чувства страха и ожидания возможной опасности. Ледяной ветер сжигал лица исследователей, но они были полностью сосредоточены на приближающемся животном, чувствуя, что это был важный момент в их исследовательской деятельности.
Что-то необычное в поведении медведя гнало их вперед, и это предвещало нечто важное. То, что произошло дальше, противоречило всем известным знаниям о поведении белых медведей. Вместо того, чтобы проявлять агрессию, хищник поплыл к катеру и стал издавать звуки, которые больше напоминали скулящий упрямый звук, чем рычание. Его глаза, полные безысходности, казались умоляющими, а движения становились все более настойчивыми. Он многократно погружался под воду, как будто пытаясь что-то показать исследователям, и постоянно указывал лапой в одном направлении, подгоняя их за собой. После длительных радиобесед с капитаном команда приняла беспрецедентное решение следовать за медведем. Это было невероятно рискованно. Сердце всех билось в унисон, но интуиция подсказывала им, что они должны это сделать. Корабль Polar Star медленно двигался в указанном направлении, маневрируя между огромными ледяными блоками, которые часто преграждали их путь и создавали новые опасности. Путешествие продолжалось несколько часов, и напряжение на борту росло с каждой минутой. Некоторые члены экипажа начали открыто выражать недовольство, считая это предприятие безумным и потерей времени. В столовой разгорелась жаркая дискуссия, угрожая перерасти в открытый конфликт. Ситуацию усугубляло быстро ухудшающееся состояние погоды. Тяжелые серые облака затянули небо, поднялся сильный ветер, воющий, как стая голодных волков, а волны становились все выше и мощнее. Внезапно радиотелефонист выбежал с мостика с бледным лицом, трясущимися руками раскрыв бумагу. В волнении они поняли, что получили штормовое предупреждение. Серьезная буря приближалась к их району, и у них было всего несколько часов, чтобы найти безопасное укрытие или покинуть опасную зону. Капитан Андерсон столкнулся с крайне сложным выбором. Продолжение следования за медведем означало бы ставить под угрозу весь экипаж и корабль. Но что-то в поведении животного не позволяло ему решиться на возврат. В этот критический момент смотритель закричал, что видит что-то вдалеке. Сквозь начинающийся туман и высокие волны они заметили что-то необычное на горизонте. Медведь, услышав крик, выпустил громкий рев и поплыл еще быстрее. Его движения стали более резкими и настойчивыми. Когда они приблизились, сквозь туманную вуаль они увидели большое ледяное поле, которое на первый взгляд не отличалось от сотен других. Но в этом была своя загадка. Капитан приказал остановить корабль на безопасном расстоянии от льда, чтобы оценить обстановку. Доктор Харрис, игнорируя усиливающийся ветер и ухудшающуюся погоду, снова запросила разрешение спустить лодку. Несмотря на приближающийся шторм, капитан, осознавая всю серьезность ситуации, Йоби согласился, понимая, что они, возможно, на грани чего-то действительно важного. Когда они приблизились к льду, они начали слышать странные звуки, напоминающие слабое скуляние или плач. Медведь, поднявшись на лед, стал бесконечно ходить взад и вперед, как будто указывая на что-то конкретное. И вскоре они это увидели. В большой впадине на льду лежали два маленьких медвежонка, истощенные и слабые, явно не способные выбраться из своей ледяной ловушки самостоятельно. Все стало на свои места. Эта огромная белая медведица была матерью, которая отчаянно пыталась спасти своих медвежат. Она не просто следила за кораблем, она осознанно искала помощь у людей, понимая, что не сможет справиться одна в условиях безжалостного арктического климата. Это открытие шокировало всех на борту. Никому не верилось, что дикое животное способно на столь осмысленный акт. Капитан Андерсон немедленно организовал операцию по спасению. Понимая, что времени осталось не так много, ледяная плита могла начать таять или дрейфовать в любой момент. Используя специальное оборудование, экипаж осторожно извлек медвежат из ловушки и перенес их на корабль. На протяжении всего времени мать-медведица внимательно наблюдала за процессом, но не вмешивалась, словно понимая, что люди пытаются помочь ей и ее деткам.
Доктор Харрис обследовала медвежат и с облегчением обнаружила, что, несмотря на усталость, они не получили серьезных травм и были в относительно безопасном состоянии. После оказания первой помощи капитан принял решение транспортировать медвежью семью в ближайшую крупную область стабильного льда. Во время этого путешествия мать-медведица постоянно следила за кораблем, ни на мгновение не упуская из виду своих медвежат. Их безопасность и здоровье были для нее важнее всего. Когда они достигли безопасного места, медвежата были аккуратно опущены на лед, и мать быстро присоединилась к ним. Экипаж, наблюдая это трогательное семейное воссоединение, почувствовал волнение и радость от того, что смогли помочь этой семье. Прежде чем увести своих медвежат, мать-медведица повернулась к кораблю и издала мягкий рев, который экипаж воспринял как своего рода благодарность за помощь и проявленное терпение. Позже она медленно повела своих маленьких по бескрайним снежным просторам, и люди долго смотрели на удаляющуюся медвежью семью, понимая, что они стали свидетелями чего-то неизъяснимо важного для природы. Эта невероятная история навсегда осталась в памяти экипажа Polar Star, и они об этом часто вспоминали. Они стали свидетелями того, как материнская любовь оказалась сильнее страха перед людьми, и как дикое животное смогло найти общий язык с людьми, демонстрируя силу связи между видами. Инцидент в Арктике стал наглядным примером того, что природа все еще может удивить нас, а сострадание может творить настоящие чудеса, способные изменить наши представления о дикой природе. С каждой новой экспедицией и с каждым новым знакомством с дикой природой команда Polar Star осознавала, насколько хрупки эти отношения и как их можно поддерживать через доброту, взаимопонимание и человечность.